Наши родственники, бизоны, пережили огромное, почти катастрофическое уничтожение практически до исчезновения с лица Земли. Когда бизонов вырезали с ландшафта, это вызвало прямую потерю баланса на нашей планете. Исчезли травы, почва, деревья, вода, на все это напрямую влияло на коренные народы. Бизоны для меня – все, так же, как и для моих предков. Когда-то бизоны были нашим источником пищи, нашим укрытием, нашим религиозным символом, примером управления и руководства, и сегодня мы вновь можем жить по этим древним традициям. Сейчас мы находимся в Уэйлдере, штат Техас, в самом сердце территории Липанапачей, в юго-центральной части Техаса. С начала 18-х годов бизоны были вырезаны с этого ландшафта. Мы знаем, что когда-то их численность достигала миллионов, по оценкам до 80 миллионов. Если же представить, что на этой территории было хотя бы миллион бизонов, то весь пейзаж выглядел бы совершенно иначе. Бизоны – это одна из ключевых видов, которая поддерживает баланс на нашей планете, на нашей прекрасной Земле. Удаление бизонов с северных и южных равнин привело к так называемой пылевой буре – Dust Bowl, к перенаселению скота и деградации биоразнообразия. За короткое время, в течение которого я живу среди бизонов, я наблюдаю, как взаимосвязь между бизонами и всей жизнью, связанной с ними, растет, расширяется и процветает. Мы живем на этом небольшом участке земли, и единственный способ успешно продолжать управление стадом бизонов – это использовать ротационное пастбищное выпасание и восстановительную сельскохозяйственную практику. Здесь на одной стороне растут травы, которых на другой стороне нет, и наоборот. Но благодаря тому, что бизоны делают ротацию, они фактически переносят травы и семена с одного участка на другой. Извините, посмотрите на нее. У нее на голове большая куча сена. А если оглядеться вокруг, особенно сейчас, когда бизоны лежат и трутся о деревья, они начинают оставлять свою шерсть в этих местах, и вместе с шерстью распространяются семена. Представьте, что здесь было от 60 до 80 миллионов бизонов, которые ходили по Тёртл-Айленду, иначе говоря, по Северной Америке. Когда бизоны проходили мимо деревьев, они терлись о них, оставляя длинные пучки шерсти, а внутри этих пучков – семена. Мне очень нравится, как бизоны продолжают биоразнообразие, восстанавливая местные травы, разнося семена в своей шерсти по всей земле. Они – удивительные создания. Когда мы идем по пастбищу, где бизоны паслись всего за 4 года, меня особенно радует видеть возвращение местных трав. Да, с другой стороны пруда раньше росло больше жасмина. Жасмин – это биоиндикатор. Мы явно замечаем, что существует множество биоиндикаторов, которые показывают, что почва, экология, микроорганизмы, созданные бизонами, оказывают большое влияние на Землю. Они улучшают состояние почвы. К другим биоиндикаторам относятся рододендроны, родные техасские хуасачи, а также агарита. Это растения, которые в здоровом состоянии, как сейчас, показывают, что почва здорова. Вот мой друг – бизон. А это тоже родное растение. И падальники, и кустарники. Мы видели много удивительных красивых птиц и животных, которые боятся приближаться к скоту, потому что там все плоско, и для птиц и мелких животных трудно найти укрытие или место для жизни. А бизоны не пасутся на равнинах. Они ходят, двигаются, едят, оставляя большие скопления травы, превращающиеся в целую среду обитания. Это просто прекрасно. Было много трудностей в моей жизни, как у коренного американца в юго-центральном Техасе. В 70-х годах я училась в начальной школе и помню, как наш 4-классный учитель говорил всему классу, что больше нет коренных американцев в Техасе, что все индейцы умерли и вымерли. Я тогда была очень сбита с толку. Много поколений нам приходилось скрываться, казаться невидимыми и ассимилироваться в более широкую мексиканскую или мексикано-американскую культуру, чтобы выжить. Наши люди были настолько оторваны от своих традиционных путей из-за потери земли,
языка и культуры. Когда мой отец говорил мне на родном языке, говорит на незнакомом языке, в тот момент в моей жизни что-то переключилось, будто выключатель. С тех пор я чувствую связь с моим происхождением, с моим будущим и с тем, кто я есть. Наш народ пережил столько травм и потерь на протяжении многих поколений, что сейчас мы словно живем и дышим молитвами наших предков, которые они возносили ради нашего будущего. Ну, ребята, пошли за вашим завтраком. Давай, давай! О, боже мой, я так тебя люблю. Да, как же это красиво. Идите есть, пока ваш брат не съест все, а потом вы будете голодны. Посмотрите на него. Он просто проглатывает еду. А, он готов идти. Пойдем этим путем. О, это дикий жасмин. О, как красиво. Посмотрите на него. Такой нежный, красивый и сильный, как и мы, коренные народы. Я очень люблю это. Мне очень нравится возвращаться домой. Этот пруд обычно полон воды. Он обычно полностью заполняет его до края. А сейчас, из-за засухи, вода очень низкая. Сара, эта трава кажется немного перерасходованной, да? Да, прямо здесь. Высота травы показывает многое, а цвет и количество земли и почвы в этих участках тоже. Кажется, бизоны любят траву именно в этой зоне, поэтому они перерасходуют ее больше, чем в других местах. А если посмотреть чуть дальше, там, возможно, бизоны просто знают, что им больше нравится. Мне нравится делать такой тест. Вставляешь руку и так. И вот, посмотрите. Бизоны чувствуют почву и восстанавливают местные семена и травы по всей территории. Но сейчас, из-за недостатка воды, мы в состоянии засухи. И даже при наличии зеленой травы, если она невысокая, бизоны не смогут получить достаточно протеина, чтобы поддерживать себя. Наша надежда – восстановить семенной банк, потому что если мы восстановим его, это поможет бороться с засухой. Очень важно, чтобы все фермеры и скотоводы понимали, по мере того, как мы переходим к более холистическому подходу к работе с животными и растениями, бизоны в будущем смогут оказывать огромное влияние на ландшафт Северной Америки. Мы верим в целостные преимущества бизонов, их влияние на умственное, физическое и духовное здоровье. Наши коренные женщины страдают от высокого уровня гестационного диабета и других проблем со здоровьем. Сара, помоги. 1, 2, 3. Спасибо. Программа Meat for Mamas помогает доставлять мясо коренным матерям в Техасе, чтобы бороться с проблемами здоровья, возникшими из-за потери наших традиционных диет. 1, 2. Спасибо. Мы можем доставлять мясо 10 разным матерям во время беременности и после родов, чтобы обеспечить здоровье матерей, детей и, надеемся, будущих бизонец. Лаванда. У нее хороший огород. Эй, мы привезли вам доставку. О, боже мой, Дженнифер, как здорово тебя видеть. Связь с нашей едой как с родственником – это древняя концепция. Если мы знаем, откуда приходит наша еда, то лучше понимаем, как можем помочь себе в будущем. Все стада бизонов по всей Тёртл-Айленд – это матриархальные стада, то есть управляемые старшей самкой бизона. Эта старшая самка мудрая. Она пережила засуху и знает, как выжить. Где бы ты ни был по всей Северной Америке, каждое стадо управляется старшей самкой. Все стада под руководством старшей растят молодых самок, учат их быть хорошими родственниками, хорошими матерями и заботиться о всей стае. Наблюдение за матриархатом бизонов помогает мне учиться тому, как быть хорошим лидером, как работать с другими женщинами в моей команде, без конкуренции, без эго. Мы строим доверие, любовь, заботу и сострадание друг к другу как к родственникам. Это и есть быть стадом, быть частью земли, быть здесь друг для друга. Нет научила меня тому, как быть с Люсиль, как быть со своей женой, как быть со всеми женщинами, с которыми мы работаем, как с основной частью этой стаи.
Лу видит в нас такие качества, которые иногда мы сами не осознаем, и она просто их замечает. Она говорит: «Да, ты вот сюда, и сюда, и сюда». И в итоге все складывается так, что все оказываются в нужном месте, и это то, что делают бизоны, помогают друг другу достигать нужных целей. Для меня это, мам, настоящее руководство. Когда другие женщины вокруг меня могут занять свои роли и процветать, это и есть настоящее лидерство, и именно так работают бизоны. Они все независимы, сильны и могущественны. А вместе их уже невозможно остановить. Я много учусь у бизонов, как они живут, как ходят, как работают и взаимодействуют друг с другом, и стараюсь подражать им в своей жизни. Самая большая проблема – это доступ к земле и финансам для продолжения нашей работы. Если бы мы никогда больше не получили ни цента, я все равно продолжу работать над этим проектом всю жизнь. Моя главная мотивация – это любовь к бизонам, к своему народу и к земле. Я искренне хочу оставить этот мир в лучшем состоянии, чем нашла. Хочу оставить наследие, которое даст надежду будущему и поможет нашему народу продолжать процветать. Есть замечательная цитата: «Они пытались нас похоронить, но не знали, что мы – это семена». Вот так я чувствую себя по отношению к бизонам. Каждый из этих родственников – это тоже семя. Это дает мне надежду и силу на будущее, когда я вижу, как бизоны процветают. Потому что мы, люди из народа бизона, тоже снова начинаем процветать.